Всем привет, дорогие подписчики нашего канала и те, кто видит меня впервые. С вами Таня, и в этом видео я расскажу вам о том, как перевести деньги из России в другую страну. Буду рассказывать на примере перевода в Грузию, Турцию и Казахстан. Есть небольшие нюансы по каждой из стран, но в целом алгоритм действий похож. И перед тем, как начнем, попрошу вас подписаться и поставить лайк, дабы не пропустить новые и полезные видео от меня. Поехали! С начала введения санкций стало невозможным рассчитываться картами, выпущенными российскими банками в других странах, но не стоит отчаиваться. Они вам понадобятся для того, чтобы переводить с них деньги и получать их в другой стране. Способов несколько, поэтому смотрите это видео до конца, дабы не упустить нужный вариант. Итак, вам понадобится карта российского банка, мобильный банкинг, карта банка другой страны для получения перевода и сим-карта. В Грузии счет и карту можно открыть достаточно быстро, об этом у меня есть целых 2 видео на канале, ссылочку прикреплю где-то здесь и в описании к видео. В Казахстане счет и карту открыть тоже несложно, но сначала нужно получить казахстанский ИИН в ЦОНе и открыть счет, например, в Каспи-банке, а это уже можно сделать даже не выходя из дома. Насчет открытия счета и карты в Турции, тут все немного сложнее, об этом у меня тоже есть видео на канале. Но хочется сказать, что в этих странах работают карты других стран. И если вы хотите жить в Турции, но по какой-то причине не можете открыть там счет, можно съездить в Грузию или Казахстан, открыть там счет и карту и пользоваться ими в Турции. Ну, это как вариант. Теперь о переводах. Первый и самый простой вариант – это SWIFT-перевод с российского счета Тинькофф или Райфайзенбанк через мобильный банкинг, не выходя из дома, на счет или карту в другой стране. Если переводить небольшие суммы до $5000, то переводы приходят быстро и не нужно ездить в банк, а получать их сразу на свой заграничный счет. В Грузию SWIFT-переводы доходят за 1-2 дня, в Казахстан также бывает и моментально. Второй вариант – золотая корона. Вам понадобится, конечно, сама карта и приложение Corona Pay. К сожалению, с карт банков, которые находятся под санкциями, такие как Сбербанк или Альфа-банк, на данный момент перевод сделать не получится. Но при переводах с Тинькофф или Райфайзенбанк проблем нет, и большой плюс, что в данном случае перевод средств будет без комиссии и моментальный. Алгоритм действий следующий. Устанавливайте на смартфон приложение Corona Pay, регистрируйтесь на ваш российский адрес, заполняйте все данные и отправляйте себе или другому человеку перевод, выбрав страну, указав фамилию, имя и номер телефона получателя. Валюту получателя выбирайте лучше государственную валюту страны получения. Получить перевод золотой короны можно 2 способами. Первый – прийти в офис с паспортом и получить перевод. В Грузии, Турции или Казахстане их достаточное количество и найти можно при помощи Google или Яндекс.Карты. Лучше заранее перед переводом озадачиться вопросом поиска офиса, позвонить ему, узнать режим работы и прочие нюансы. И второй способ – принять перевод на карту банка страны, куда делаете перевод. В Грузии принять перевод можно на карту Кредо или Базис банка прямо через мобильное приложение банка, указав номер перевода и сумму. В Казахстане можно принять перевод на карту того же Каспи банка. При переводе в Турцию можно отправить перевод как на имя получателя, так и сразу на счет в банке в Турции. Следующий вариант подойдет для держателей практически любых карт российских банков, включая Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф и так далее. Речь пойдет о переводе денег через криптовалютную биржу Binance. Здесь алгоритм действий будет следующий. Скачайте приложение Binance, у меня оно скачано, я его просто обновлю. Далее зарегистрируйтесь, укажите вашу достоверную информацию, пройдите верификацию по вашему паспорту, дождитесь одобрения верификации, у вас появится такой значок в аккаунте. Затем для удобства отключите режим Light, чтобы у вас были доступны сразу все функции. И теперь переходим с главной страницы в раздел P2P. Здесь мы будем покупать криптодоллары или USDT у реальных людей с вашей российской карты, Kiwi кошелька или приложения Payer, к примеру. Способов много, и переводить их можно на счет или карту любой страны по вашему желанию. Для этого нужно нажать на P2P торговля,
выбрать валюту рубли, найти их можно через поиск, затем убедиться, что у вас выбрано вот здесь «Купить» и USDT. Далее выбирайте из списка удобный вам способ оплаты. Если карта вашего банка, с которой вы будете покупать USDT, не под санкциями, то можно сразу переходить сделки к понравившемуся вам продавцу, проверив количество его удачных сделок и выбрав самого подходящего. Если же банк под санкциями, такой как Сбер, то тут при выборе его появится такое всплывающее сообщение, что для покупки или продажи данным способом оплаты перейдите к официальному партнеру PexPay. Переходим туда, авторизуемся через уже верифицированный аккаунт Binance, нажав вот сюда, чтобы повторно не проходить верификацию. Затем покупаем через P2P криптодоллары USDT с выбранной ранее картой Сбербанка, а после переводим их себе на Binance. Или как вариант скачиваем приложение Payeer, регистрируемся, верифицируемся, пополняем кошелек аккаунта рублями с карты МИР. При выборе способа оплаты на Binance выбираем Payeer. Когда переходим к оплате заказа на Binance, копируем номер аккаунта продавца и вставляем его вот здесь в приложении Payeer, выбираем валюту, в которой будем производить оплату, в нашем случае рубли, и совершаем сделку. В общем, вариантов много. После того, как успешно купили USDT, переходим опять в раздел P2P в приложении Binance и продаем их за ту валюту на нужный счет в нужном вам банке по тому же алгоритму. Сначала выбираем валюту справа вверху, затем нажимаем на «Продать», убеждаемся, что здесь USDT. В способах оплаты выбираем нужный вам банк, на который вы хотите получить перевод, и совершаем сделку. При выборе грузинской валюты гель доступны такие банки. А при выборе казахстанской валюты КЗТ становятся доступны такие банки и системы переводов. Совершайте сделку с понравившимся вам покупателем, и все. Хочется отметить, что лимитов по переводам через Binance нет. Для меня это самый удобный способ для перевода денег в любую страну, без комиссии и очень быстро. В общем, рекомендую. Ссылочки на скачивание приложений оставлю в описании к видео. Ну что ж, дорогие мои, на этом на сегодня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, не стесняйтесь. Также дайте знать, пожалуйста, если видео было вам полезно. И по традиции с вас щедрый лайк, коммент и подписка. До новых встреч! Всех вам благ!